Всем привет, друзья! Добро пожаловать в новое интересное видео, в котором мы не только приготовим новое абсолютно средство из двух ингредиентов, которого не было еще ни разу на этом канале, никогда не показывал. Помимо этого расскажу вам про одну очень важную особенность ухода, которой мало люди уделяют на самом деле внимания, а хотелось бы, чтобы уделяли побольше. В общем, видео должно быть очень полезным для ваших спатифилумов и, кстати, не только, подкормка актуальна и для других комнатных растений. Так что, друзья, прямо сейчас нажмите лайк под видео, вам ничего не стоит, а гораздо больше людей узнают столько полезного. И начинаем. И сперва давайте разберем тот момент, который мне хотелось бы, чтобы я сам исправил, я это, собственно, уже начал делать, и чтобы мои зрители тоже об этом знали. О том, что недостаточно порой просто опрыскивать листики спатифилума распрыскивателем. Это, конечно, хороший метод увлажнения, хороший метод при сухом воздухе, все это прекрасно, мы это не забываем, используем, но протирать листики при помощи ватного диска или какой-нибудь мягкой тряпочки, это не важно. И в отличие от простого опрыскивания, протирание ватным диском позволяет не только увлажнить лист, но и тщательно его очистить. И при простом опрыскивании такого хорошего эффекта не происходит. Во всех этих складочках остается много загрязнений, довольно пыли, и все это дело нам абсолютно не нужно. Это мало того, что улучшит внешний вид листьев, даст им блеск тот самый красивый, за который в том числе мы так любим спатифилум, и помимо этого даст растению гораздо легче дышать и поможет растению быстрее, соответственно, расти и цвести в конечном итоге. Кроме этого всего, при работе с растением мы будем видеть, что происходит с листьями, будем разглядывать каждый листочек. Помимо того, что это такой успокаивающий процесс, это еще и профилактика, защита от вредителей. Потому что если мы их увидим резко, в самом начале их появления, мы сможем их диагностировать и решить эту проблему еще рано, пока она не поразила весь наш цветок. Так что, друзья, смело используйте такой именно метод, потому что я считаю, все-таки это важно. Ну и теперь давайте переходить к самому интересному, к приготовлению нашего сегодняшнего средства. А оно у нас действительно уникальное. А первый наш сегодня ингредиент – это обыкновенный кофе. Это у нас не только бодрящий напиток для человека оказывается, но и ценный источник питательных веществ для спатифилума. И на самом деле, использовав совсем немного кофе, мы можем добиться потрясающих результатов. Но почему же это произойдет? Потому что кофе богато такими элементами важными, как азот, фосфор, калий, и они выступают в роли натурального отличного удобрения. Азот стимулирует наращивание зеленой массы, обеспечивает растению здоровье и сочные красивые листья. Фосфор играет ключевую роль в формировании корневой системы крепкой и закладывания цветочных почек, между прочим, что мы, конечно же, очень даже хотим, чтобы с нашими растениями произошло. Это помогает растению ярко продолжительно цвести, а калий, в свою очередь, повышает устойчивость спатифилума к болезням и неприятным, всяким неблагоприятным условиям окружающей среды, делая растение ваше более выносливым. Помимо всего этого, кофе содержит такие элементы, как магний, кальций и железо. Они необходимы для нормального функционирования растительных клеток. Магний участвует в процессе фотосинтеза также, и кальций укрепляет клеточные стенки, что тоже очень важно. А железо, которое тоже содержится в кофе, предотвращает хлороз, то есть пожелтение листиков. Да-да, вот эти вот желтые кончики, они в том числе от недостатка железа. Ну и от недостатка влажности, кстати, тоже часто это происходит у нас. Так что две причины основные. И регулярное использование кофейного нашего удобрения с использованием кофе, а у нас будет не только оно, улучшает структуру почвы и обогащает ее питательными веществами, что тоже отлично для наших растений. Единственный, пожалуй, такой момент, который нужно обозначить, это правильная дозировка кофе,
потому что кофе у нас обладает эффектом окисляющим почву, а спатифилум любит слабо кислую, поэтому здесь нужно не навредить балансу этому. И мы воспользуемся, я чуть-чуть больше насыпал, но вам рекомендую использовать 1/3 чайной ложки кофе. Оно у нас сейчас заварится, вы видели, сейчас залил я его горячей водой. Посмотрите, как там все бурлит, начинаются процессы активные. Вот в таком виде мы это все оставляем на несколько часов, не просто как заварка обычного кофе, но на несколько часов лучше оставить. А второй ингредиент мы сейчас в это время с вами как раз начнем приготовление. Второй ингредиент — это обыкновенная пшеничная мука. Оказывается, и она у нас может быть удобрением, если правильно ее использовать в нужных количествах и в нужных обстоятельствах. Мука у нас играет основную роль для стимуляции цветения. Как бы это ни было неожиданно, но это довольно эффективный помощник в уходе за этим растением. И секрет кроется в составе муки, богатой крахмалом, углеводами и микроэлементами, которые служат питательной средой для микроорганизмов в почве полезных. И эти микроорганизмы, в свою очередь, будут перерабатывать у нас органические вещества и делать их доступными для растений. То есть почва изначально может быть довольно богатой питательными элементами, но многие из них по ряду причин растение не может впитать, а мука этому всему процессу будет способствовать. В сочетании с кофе отличный второй ингредиент. Возьмите емкость удобную, желательно размером в литр воды, даже не желательно, а скорее обязательно, потому что здесь мы сейчас все будем смешивать. И возьмем мы всего лишь 1 чайную ложку муки на литр воды, желательно без горки, можно с горкой, особой разницы нет. И полностью все это дело сейчас с вами заливаем, и остается перемешать. Мы сейчас будем, вот как я видите, залил воды всего сейчас где-то пол-литра, потому что мы будем смешивать с пол-литром кофе. В пол-литровой банке оно у нас настаивалось все это время. Сейчас хорошо размешиваем, чтобы не осталось частичек по возможности никаких. Но если останется, ничего страшного, можно будет потом процедить это все дело. И в грунт, конечно, у нас не попадут частички крупные. Теперь все это смешиваем, как вы видите. Получается такое заметное прям удобрение, на вид уже выглядит как что-то полезное, так и есть. И теперь остается важный тоже этап, не последний, но важный, это процедить все это дело через сито, а лучше не просто через сито, а использовав еще тряпочку, как я сейчас это сделаю, потому что, конечно, мука — это очень мелкая субстанция, которая через обычное сито просто может попасть тоже в грунт. Нам это не нужно, потом может начаться всякие процессы нехорошие, если будут у нас частички в грунте. А вот таким образом у нас будет настой эффективный, только с самыми мельчайшими частичками муки и веществами из нее. Вот такое получилось чистое удобрение, уже ничего не плавает сверху. И сейчас давайте, наконец, применять сразу несколькими способами для максимального эффекта наше отличное натуральное, на что стоит сделать акцент, средства. Потому что натуральные средства, они, конечно, по многим параметрам выигрывают. Иногда, конечно, приходится использовать не совсем натуральные варианты, но для регулярного ухода, а, кстати, регулярность тоже очень важна, правильная, не стоит использовать больше раза в месяц такую подкормку, потому что концентрация кофе довольно здесь не такая уж и слабая, даже по цвету это видно. Первый способ, кстати, вот как вы видите, мы вот просто протираем, опять же, ватным диском уже чистые листики для того, чтобы они впитали питательные вещества, но в период активного роста это удобрение мы используем один раз в месяц, то есть весной и летом, а в остальные периоды можно это удобрение вообще не применять. И пока мы сейчас будем второй метод тоже опробовать, в принципе, это аналогия с ватным диском, просто более практичная. Вот удобрения можно наносить вот таким образом, и тут уже не принципиально. Просто ватным диском мы, опять же, чуть-чуть очистим листики от пыли, если она у вас там есть. А так мы просто легко все это дело опрыскаем. Вы видите, другие растения тоже буду
опрыскивать. И что же даст нам непосредственно такая подкормка? Конечно же, сделает листья растений более блестящими, насыщенными, красивыми. И это простой такой способ улучшить состояние листвы. Помимо этого у нас будет хорошая стимуляция цветения. Растение должно в скором времени начать, если оно у вас в хорошем состоянии, не болеющее, должно начать выпускать новые бутоны цветочные. И вот сейчас, как вы видите, поливаем просто под корень этим средством. Спатифилум отлично отзывается на полив в поддон. Это даже еще лучший способ, особенно если у вас проблемы с регуляцией полива, друзья. В общем, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, это видео будет вам полезно. А если это так, то поделитесь им с друзьями. Ведь так намного больше людей будет знать об этом средстве. Пока что можете глянуть вот это видео. Здесь мы не менее, честно сказать, приготовили отличное средство. Совсем скоро увидимся. Всем пока.